Друзья, всем привет! Меня зовут Ольга, и сегодня мы в Сириусе. Приехали посмотреть, готов ли самый большой отель в Европе к летнему 2024 сезону. Речь пойдет об отеле «Бархатные сезоны», который находится на Черноморском побережье города Сочи, в 15 минутах езды от международного аэропорта Адлер и в 10 минутах езды от границы с Республикой Абхазия. Отель позиционируется как самый большой в России и в Европе, а также входит в топ-5 отелей в мире по номерному фонду, и его размеры действительно поражают. Отель разделен на 3 квартала. Это семейный, спортивный и Екатерининский. Все жители отеля могут посещать и пользоваться всей территорией и развлечениями других кварталов. Пройдемся по их ключевым особенностям. Семейный квартал – это изобилие детских площадок, а также в нем есть круглогодично подогреваемый уличный бассейн. Спортивный квартал – это разнообразные спортплощадки, а также поля для футбола, баскетбола и волейбола. Екатерининский квартал находится ближе всего к пляжу. Плюс на его территории находится тренажерный зал и оздоровительный центр. Но, как мы уже говорили, постояльцы могут пользоваться услугами всех кварталов, разница будет только в расстоянии до них. Ну а мы заселились в номер. Сейчас, как всегда, будет обзор. Ну, смотрите, живем мы в стандартной категории номера. Получается, у нас 2 кровати. По оснащению все необходимое имеется. Кондиционер, телевизор, пусть небольшой, но для некоторых туристов важно наличие телевизора. Дальше, смотрите, здесь есть чайник, кружки. Номер у нас, к сожалению, без балкона, хотя очень просили. Получается окно и вид на детскую площадку. Также есть шкаф, посмотрим, что там есть. Так, полки, плечики и ванная комната. И, кстати, по ковролину. Многие туристы жаловались, что ковролин уже немного уставший. В нашем номере прям новый ковролин, все очень чисто. Так, и ванная комната, получается, так выглядит. Полотенца есть гель для душа и также мыло, фен. Все необходимое есть. При заселении дают каждому туристу вот такой браслет, он же ключ от номера. И, кстати, еще не сказала, есть холодильник. Стандартный, небольшой. У каждого квартала, получается, есть свой ресепшн. Мы находимся в отеле вне сезон, заселились очень быстро, буквально за 5 минут. Но я думаю, конечно, когда будет большой поток туристов, сезон, скорее всего, нужно будет подождать. И, кстати, важный момент, здесь заселение идет с 15:00 и выселение по международным стандартам уже в 12 часов дня. Но мы сейчас вышли из нашего корпуса и хочу показать вам немного территорию отеля. Так как мы живем в семейном квартале, соответственно, здесь целевая направленность – это на отдых с детьми. Здесь очень много детских разных площадок. Вот одна из них прям рядом с нашим корпусом. На самом деле очень интересная, хорошее покрытие для деток. И посмотрите, какие разные горки для малышей. И сейчас пройдемся еще по территории. Также на территории семейного квартала есть открытый подогреваемый бассейн. Смотрите, для гостей сейчас, кто проживает в бархатных сезонах,
Вход бесплатный, обязательно иметь с собой нужно браслет. Если гости, кто не проживает в отеле, хочет покупаться, то стоимость сейчас мы прикрепим 400-500 взрослые, детские 200-300. Вот такой бассейн, шезлонги, играет музыка, красота. Друзья, хочется дать вам пару советов, как приехать на отдых в Сочи и в Абхазию и не разочароваться в отдыхе. Очень часто туристы бронируют отели, не понимая нюансов здешних мест. Наша команда живет в Сочи и в Абхазии, и мы лично на себе проверяем самые лучшие, самые топовые отели побережья. Нашей компании уже более 18 лет. У нас есть стационарный офис в городе Красноярске, и также мы бронируем туристов по всей России онлайн. Бронируем для вас туры с перелетами, а также просто отели. Если вы оформляете тур онлайн, то все необходимые документы, договор, страховки, ваучеры мы отправляем вам на электронную почту. Если у вас есть вопросы, друзья, все контакты есть в описании под нашими видео. Ну и покажу вам сейчас, какой выбор блюд на завтрак. Так, получается 2 вида колбасы, сыр, творог, зелень, яйца вареные есть. Здесь у нас тоже овощи, фрукты, апельсины, яблоки. Здесь выпечка, печенье, хлеб. Получается 2 кофемашины, что удобно. Ну и как видите, очередей никаких нет, все достаточно просторно. Здесь у нас, смотрите, что у нас есть: джемы, кефир, молоко, хлопья есть и сухофрукты. Из горячего получается блины, запеканка творожная, 3 вида каш. Также здесь гречка, сосиски, тефтели, макароны. И такой зал, где кушают гости отеля. Друзья, по стоимости завтраки 700 рублей. То есть вы можете заранее их не бронировать, а по факту на ресепшене приобрести, если есть желание. Также здесь предоставляют ужины, также 700 рублей. Обеды в сезон, сейчас уточнила у девушки, в сезон на обед тоже можно сюда прийти. Но так как сейчас небольшая заполняемость в отеле, обеды пока они не предоставляют, но на территории отеля есть также кафе, где можно прекрасно пообедать. Вообще территория вся очень чистая, ухоженная. Видно, что готовятся к сезону, где-то что-то меняют, подсаживают. Ну, я думаю, вы и сами видите, здесь все очень чисто. Приятно прогуляться, много интересных растений цветет. Ну и, конечно же, виды на Кавказский хребет. Это просто шикарно. Думаю, что вам будет видно. И, кстати, из некоторых номеров открывается вид на горы. Друзья, ну а мы сейчас находимся на территории спортивных кварталов. Сейчас дойдем до спортплощадок, покажу вам. И еще хочу отметить важный момент. На территории каждого квартала есть мини-маркет, который работает 24 часа в сутки, что немаловажно. Друзья, ну это спортивный квартал. Здесь отдыхают очень много спортсменов, проходят сборы, много различных турников. Есть площадка футбольная, баскетбольная, волейбольная, поэтому само название, в общем, говорит за себя. Тренироваться в таких условиях, на самом деле, я считаю, потрясающе. Но сейчас мы дойдем до пляжа, расскажем, какое расстояние от нашего квартала, семейного. И смотрите, покажу вам, где расположены квартал Екатерининский. Вот через дорогу от нашего, получается, семейного. Здесь проживаем мы, а через дорогу, получается, уже идет Екатерининский квартал. И туда дальше идет спортивный. Здесь все очень удобно, пешеходные переходы, с этим вопросов никаких нет.
но мы дошли до пляжа. Живем мы в Екатерининском квартале, и до моря мы шли примерно 15 минут, плюс-минус кто каким шагом ходит. Сейчас не сезон, соответственно, пляжное оборудование здесь не поставлено. Вообще с октября по июнь пляж в отеле «Бархатные сезоны» закрыт. Пляжная зона здесь делится на две части. Одна идет бесплатная для гостей отеля, и вторая часть, получается, уже идет за дополнительную плату. То есть, соответственно, на вторую часть могут приходить и гости не только отеля «Бархатные сезоны». В этом месте очень хорошая, широкая береговая линия. Здесь не будет такого большого столпотворения туристов, как в Сочи в центре, либо в центральной части Адлера, потому что пляжи там гораздо уже. Виды, конечно, здесь, посмотрите, какие открываются. За спиной у меня уже Республика Абхазия. И если вы собираетесь посетить эту прекрасную страну, у нас на канале есть классный, полезный обзор, обязательно посмотрите. От пляжа «Бархатные сезоны» идет прекрасная, красивая Имеретинская набережная, по которой гулять одно удовольствие. Здесь есть дорожки для бега, для велосипедов и также для пеших прогулок. Гуляя по этой набережной, вы можете по пути встретить олимпийские объекты, множество кафе, ресторанов, детских каких-то развлечений. И также можно дойти до центра Старого Адлера, то есть доходите до реки Мзымта, там идет мост, и вы попадаете в Адлер. Но мы после прогулки по набережной возвращаемся в отель, и хотела вам показать, что есть КПП прям совсем близко к пляжу. То есть смотрите, вот здесь, где вы видите фонтан, слева идет пляж отеля «Бархатные сезоны», и сразу же здесь мы с вами видим КПП, который ведет нас к нашему отелю, а точнее к Екатерининскому кварталу. Соответственно, есть корпуса, которые расположены буквально в 3 минутах ходьбы от пляжа. Но здесь уточню такой важный момент: где расположен будет ваш корпус, вы узнаете уже по факту заселения. Поэтому дорога до пляжа может составлять от 3 минут, как вот мы сейчас находимся, до 10-15 минут, в зависимости, где расположен именно ваш корпус. Смотрите, друзья, при выходе с пляжа, получается, есть автобусная остановка, откуда вы можете уехать, в принципе, я думаю, в любую точку Сочи, Адлера. И также здесь начинается прогулочный променад. И если вы живете в спортивном квартале, как и мы, то можно прогуляться по такой красивой аллее, полюбоваться растениями. Вообще, в целом, очень приятно пройтись по такому месту. Также здесь есть, посмотрите, в аренду велосипеды, различные самокаты. Все здесь это есть. И плюс Сириуса в том, что здесь очень хорошие дороги. Везде есть тротуары, где можно покататься на велосипеде или еще на каком-нибудь транспорте. Сейчас мы в Екатерининском квартале. Посмотрите, здесь тоже есть отличная детская площадка. Большая. И, кстати, вот сейчас мы прогуливались по этому кварталу. Здесь есть винотека. В других кварталах мы не встречали. Может, конечно, и есть, потому что территория большая. Может быть, что-то и упустили. В Екатерининском квартале также есть фитнес-центр, где можно позаниматься в тренажерном зале. Сейчас мы аккуратно снимем, чтобы гостей отеля не смущать. Зал достаточно большой. В принципе, большой выбор тренажеров. Дорожки, эллипсы. Все необходимое есть. Также в Екатерининском квартале здесь есть центр здоровья, достаточно большой, где можно пройти какие-то процедуры, водолечение, массажи, большой выбор спа. Так что имейте в виду, это в 16-м корпусе получается. Также есть рядом кафе, где гости отеля могут покушать.
Друзья, бархатные сезоны – это реальное воплощение концепции «город в городе». Ведь на территории отеля есть буквально все. Вот можно посмотреть за моей спиной магазины, большое количество супермаркетов, аптеки, прачечные, кафе, рестораны, сувенирные. Также вы можете прямо в отеле приобрести себе экскурсии. Соответственно, все, что нужно туристу для комфортного отдыха. И кто не любит много ходить, на территории отеля «Бархатные сезоны» вы здесь все это найдете. Но сейчас мы с вами прогуляемся не по набережной, а пройдемся и покажу вам, что же находится за пределами отеля. Также здесь можно взять в аренду самокат. Дороги все ровные, все красиво, все чисто. И покажу вам сейчас фудкорт, который находится буквально в 5 минутах ходьбы от квартала, в котором мы живем, от семейного. Ну и, соответственно, от других кварталов тоже здесь очень близко. Тут расположены кафе, кофейни, рестораны. Очень такая симпатичная здесь зона. Вот мы уже к ней подошли, буквально пару минут. Здесь, получается, столовая расположена. Не кушали, скажу честно. Ну, здесь огромный выбор кафе, ресторанов, поэтому везде попробовать, конечно же, сложно. Здесь у нас шаурма, свежая выпечка. Красота. Вообще здесь, конечно, очень приятно прогуливаться, особенно в солнечную погоду. Все красиво, все ухожено. Вот такой получается здесь фудкорт. Вчера гуляли вечером, было очень-очень много туристов. На любой вкус и цвет. И шаурма, и пиццерия, и для детей такие интересные качели. Родители могут покушать, а дети могут отдохнуть. Вот такое вот интересное место. Также здесь есть кофейня «Серф». Многим, я думаю, известное. И покрытие здесь, смотрите, тоже классное для детей. Безопасно. Еще хочу, друзья, отметить, что уже очень много отдыхающих. Посмотрите, сколько туристов гуляет по набережной, наслаждаются морским воздухом, солнцем. Поэтому приезжайте сюда, грейтесь. У нас сейчас градусов 15. Если ваша цель не покупаться в море, а прогуливаться по набережной, посещать достопримечательности, экскурсии, сейчас очень комфортно. Нет такого большого количества туристов, как летом. Поэтому в это время есть свои плюсы. Друзья, примерно в часе ходьбы от отеля расположены знаменитые олимпийские объекты, которые были построены к Олимпиаде в 2014 году. Обязательно, конечно же, стоит посетить это место, этот красивый парк. Здесь, смотрите, вечером проходит шоу фонтанов, очень красивое, с музыкой, с подсветкой. Сейчас оно проходит в 7 часов вечера, но расписание иногда меняется. Бывает, не работает шоу по техническим причинам, поэтому рекомендую обязательно на сайте, перед тем, как вы запланируете поход, сюда ознакомиться с актуальным расписанием. Но это, друзья, новая спортивная площадка прямо на набережной с видом на море. Можно заниматься любыми видами спорта. Пляжный волейбол, футбольное поле, различные тренажеры. Все это бесплатно для гостей и для жителей города. Друзья, ну что, мы прожили 3 дня в отеле «Бархатные сезоны» и уже не терпится поделиться с вами своими эмоциями и своим мнением. Лично мне понравилось это место и хочу рассказать о главных его преимуществах. Лично для меня это место расположения. Смотрите, отель расположен близко к аэропорту, ехать буквально 15 минут. Близость к олимпийским объектам, к Эмеретинской красивой набережной. Также с этого места вам будет очень удобно добираться до Красной Поляны. 30 минут езды на машине, если без пробок, и вы уже на месте. Также, кто планирует поездку в Республику Абхазия, от отеля «Бархатные сезоны» буквально 15 минут езды до границы ПСОУ.
Следующий момент хочу отметить. Это очень чистая, приятная, ухоженная территория. Несмотря на то, что отель просто гигантских размеров, здесь я отметила очень чистые номера, причем убираются каждый день. Территория вся ухоженная, очень много посажено красивых экзотических деревьев, растительности. На территории отеля много детских площадок, спортивных площадок. Как уже говорила, концепция отеля – это город в городе, и все необходимое на территории есть. От прачечных до круглосуточных магазинов, кафе, ресторанов и так далее. Соответственно, если турист, который не хочет много гулять и ходить, в принципе, может не выходить за территорию отеля, все услуги у него будут оказаны на месте. Ну и, конечно же, самый главный вопрос, который вы нам задаете, какая стоимость отеля. Смотрите, мы сейчас находимся здесь вне сезон, это март месяц, и сутки в отеле без питания стоят 3000 рублей. По такой прекрасной цене вы можете отдохнуть еще весь март, апрель, и какие-то даты можно посмотреть в мае. На майские праздники вчера смотрела стоимость 5000 в сутки. Для такого набора услуг и комфортного отдыха, я считаю, очень даже адекватная и приятная стоимость. Что касается летнего сезона, с июня по сентябрь стоимость суток в этом отеле стоит 10 000 рублей. Но, опять же, я всегда рекомендую, друзья, летние месяца, особенно июль и август, бронировать заранее, потому что поток туристов сюда огромный, и цена может быть выше. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях, я с большим удовольствием на них отвечу. И также мне будет интересно почитать ваше мнение, если вы отдыхали в отеле «Бархатные сезоны», понравилось вам или нет. И отметьте, пожалуйста, в каком году вы отдыхали, потому что с каждым годом отель становится все лучше. Подписывайтесь на наш канал. Обязательно ставь лайк и колокольчик, чтобы не пропустить следующие наши эфиры. Будет много полезного и интересного.